Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание полнолунию. Обращаем ваше внимание, что полнолуние нас ожидает 20 октября 2021 года. В этом видео мы уделим внимание особенности лунных суток кровавого полнолуния 20 октября, как повлияют полнолуния на людей и что точно не стоит делать в эту среду. А также мы с вами проведем практику на привлечение желаемого. И это нужно будет написать на листке бумаги. Как проводить эту практику и другие моменты более детально поговорим далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Обращаем ваше внимание, что до полнолуния необходимо успеть сделать ряд определенных действий. В этом месяце, в октябре, полнолуние у нас приходится на 20 октября. И в 17 часов 58 минут по московскому времени нас ожидает полнолуние. Это будут 14-е лунные сутки, и небесное тело будет находиться в созвездии Овна. В это время мы советуем вам как можно внимательнее следить за своими эмоциями, потому что есть большой шанс случайно брошенным словом испортить отношения не только с любимыми людьми, но и с окружающими. Овен, в котором будет находиться Луна, это у нас знак стихии огня. Поэтому день полной Луны будет наполнен агрессивной энергией. В этот день будут люди склонны действовать под влиянием эмоций. Эти вспышки поможет нам сгладить Меркурий, который благоволит людям именно умственной деятельности. Некоторые люди в этот день будут более раздражительными до такой степени, что вывести их из себя сможет буквально любая мелочь. А вот кому-то также придется бороться с постоянными перепадами настроения. Одновременно с этим ожидается и небывалый всплеск энергии, потому что впереди время креативных идей и новых возможностей. Особенно удачно можно решить вопросы, которые требуют быстрых действий. Именно в это время будет сильно заметный творческий прилив и максимальная продуктивность. Также полнолуние 20 октября в знаке зодиака Овен станет идеальным временем для тех людей, которые готовы совершать решительные действия. Ну а чтобы достичь желаемой цели, обязательно сосредоточьтесь на ней. Поэтому мы рекомендуем отказаться от всего того, что вам мешает и что вас отвлекает. Если вы занимаетесь писательством, дизайном или музыкой, этот день будет точно ваш. Если вы решили закончить какой-либо важный проект именно на 20 октября, то будьте уверены, что у вас все обязательно получится. И вы знаете, наши предки верили в то, что даже если пойти в октябрьское полнолуние на охоту, то вы определенно не останетесь без трофея. Из-за колоссальной энергии, которая будет 20 октября, в полнолуние вы будете особенно чувствительны. Поэтому будьте готовы, что обострятся и ваши хронические заболевания. Появятся болезненные симптомы и другие болячки, которые преследовали вас до этого. Также мы хотим и уделить внимание некоторым запретам на этот день, которые стоит стараться не совершать. Итак, не рекомендуется в полнолуние. В это время ни в коем случае не давайте деньги в долг, а все финансовые вопросы важно решить до захода солнца. И считается, что даже пересчитывать купюры при свидетеле месяца небезопасно. Воздержитесь и от перехода на новую работу.
Нельзя в этот период в полнолуние проводить какие-либо хирургические операции, не начинайте курсы лечения, потому что результата просто не будет. Также не стоит рисковать здоровьем и не перетруждайтесь. Ссоры, конфликты исключите на этот день. Также откажитесь и от алкоголя, ограничьте употребление жареного, жирного и копченого. Также в эти дни не играйте в азартные игры, потому что велик риск все проиграть. Что же касательно заготовок, то лучше их отложить. Также в полнолуние не совершайте каких-либо импульсивных покупок. Товар вас просто разочарует. И, пожалуйста, в полнолуние не стремитесь находиться в местах массового скопления людей, потому что Луна одинаково влияет на всех, и могут быть конфликты и даже драки. Что же рекомендуется делать в полнолуние? Обращаем ваше внимание, что период не очень подходит для избавления от всего старого и ненужного. И поэтому навести порядок в доме или выбросить накопившийся хлам лучше в другое время. Лучше себя проявите в творчестве, потому что в это время творческий потенциал очень чувствителен. Проведите сеанс медитации, это поможет вам расслабиться. Также постарайтесь уделить время любимому человеку. Идеальное свидание вам будет гарантировано. Также в полнолуние хорошо пройдут и магические ритуалы, если вы их будете проводить, потому что в этот день они будут максимально эффективны. Обращаем ваше внимание, что полнолуние не любит ссоры, конфликты, провокации, поэтому в полнолуние вы воздержитесь выяснять какие-либо отношения. Ни в коем случае также не проводите шумные мероприятия и не старайтесь посещать шумные места. И лучше всего, если вы к 20 октября закончите все свои дела и подведете даже некоторые итоги. Также уже после полнолуния не рекомендуется начинать новые проекты, подписывать контракты и проводить какие-либо переговоры. Вы знаете, полнолуние, оно само по себе обладает особой энергетикой, поэтому в этот день у вас есть возможность не только побаловаться, полюбоваться ночным светилом, но и также вы можете привлечь в свою жизнь богатство и благополучие. А денежная магия в полнолуние становится особенно эффективной благодаря особым энергетическим потокам, которые исходят от ночного светила. Поэтому с помощью вашей веры в свои силы, энергии полной Луны и определенных ритуалов, практик, каждый может привлечь в свою жизнь финансовую удачу. И вы также можете провести одну из простых, но в то же время эффективных практик на привлечение того, что вам нужно. Если вас интересуют деньги, проведите эту практику с целью на привлечение денег, на привлечение изобилия, достатка и благополучия. Как мы в полнолуние будем проводить? Обращаю ваше внимание, что эту практику мы уже с вами будем проводить в полнолуние 20 октября, уже после самого пика, то бишь в 17 часов 58 минут, то есть после 18 часов вы уже в вечернее время можете спокойно, уже находясь дома, провести эту практику. Берем чистый лист бумаги и рисуем, например, деньги. Или рисуем другие виды материального богатства и рисуем все это шариковой ручкой. Вы можете использовать яркие фломастеры, карандаши, если вы умеете красиво рисовать, и краски. После того, как вы это нарисовали, то есть представляете себе то, что вы хотите иметь. Хотите иметь деньги для покупки чего-либо или иметь деньги, чтобы прекрасно жить, рисуйте. Но не просто прописывайте, что я хочу заработать 1 миллион, а прописывайте, сколько вы хотите ежемесячно. Рисуйте эти деньги, пишите какие-то слова, такие вот якоря для себя. После того, как вы нарисовали этот эскиз, вашу листочек, на котором было нарисовано все то, что вы хотели иметь, не нужно. Его на утром
Вечером вы его нарисовали, оставили на столе, а утром уже его необходимо спрятать в самый дальний ящик. И прибыли долго ждать вам не придется. После того, как исполнится ваше желание, обязательно сожгите этот листочек со словами обязательно благодарности и радости. Друзья, вот такое у нас с вами полнолуние. Помните, в знаке зодиака Овен будет достаточно много энергии, но если вы воспользуетесь нашими советами и рекомендациями, то этот день для вас пройдет успешно, легко и удачно.